Всем привет, с вами как всегда Стас, и сегодня я покажу, как установить полноценную Windows 10 на Lumia 950 XL. Перед установкой нам нужно установить драйвера. Это можно сделать с помощью утилиты восстановления Windows смартфонов. Давайте откроем, но устанавливать я ничего не буду, потому что я уже все установил. Вам нужно просто нажимать на кнопку «Далее», и так пока все не установится. Вот, даже можем увидеть, что установщик уже показывает, что у меня тут все есть, так что я его просто закрою. Теперь нам нужно сделать откат прошивки и разблокировать загрузчик. Мы сделаем это все через VPN Internals. Открываем от имени администратора. Программа открылась, и теперь нужно подключить сам телефон. Телефон определился, теперь можно идти во вкладку скачивания файлов. Нам нужно пролистать вниз, тут уже будут вставлены нужные данные, которые программа подхватила уже с телефона. Жмем на кнопку поиска, которая тут рядом расположена, и программа найдет нужные файлы. Вот, программа нашла, теперь выделяем их и нажимаем на кнопку «Скачать». Скачивать я файлы не буду, потому что опять же я все уже скачал. В этом окне появятся наши загрузки, но можно также изменить путь, куда это все будет сохраняться. Идем во вкладку прошивки, сейчас прошьем наш файл и разблокируем загрузчик. Выбираем нашу прошивку, она имеет формат FFI. А после выбора нажимаем на кнопку и начнется прошивка. Заметьте, что все ваши данные будут стерты. Телефон прошился, теперь нужно пройти быструю настройку. Выключаем телефон, и через время он сам включится, потому что он подключен к кабелю. По сути, нам просто нужно его перезапустить. Так, он включился, теперь идем в разблокировку загрузчика. Тут пишет, что для разблокировки телефона нужно перевести в режим прошивки, мы нажимаем просто ОК. Так, все, телефон у нас в режиме прошивки, спускаемся вниз и убедитесь, что у вас указаны все нужные файлы. Прошивка может быть другая, это зависит от телефона. Нажмем на кнопку разблокировки и просто ждем около 5 минут. Ну, ладно.
Ну, в общем, возникла проблема, это нормально, бывает такое. Просто нужно перезапустить телефон и повторить снова. Отлично, загрузчик разблокировался и перед нами открылся доступ к разделам телефона. Давайте сделаем резервную копию раздела, чтобы в случае чего мы могли бы вернуть все файлы назад. Копию мы сделали. Теперь программа пишет, чтобы мы перезапустили телефон, так что мы должны перезапустить. Отлично, загрузчик полностью разблокирован, о чем и сообщила программа. После разблокировки нам нужно перевести телефон в режим флешки. Так, флеш-память телефона открылась, значит режим флешки активирован. А теперь можно открыть его Deployer. Давайте зайдем в расширенный раздел. Тут можно выбрать, оставить ли данные на телефоне, либо стереть. Но так как мы уже все стерли, так что мы можем оставить все как есть. Далее нужно выбрать размер диска для Windows 10. Но я ставлю 20 гигабайт, но меньше 15 лучше не ставить. После настройки можно выбрать образ нужной версии Windows. Чтобы узнать, как получить образ Windows 10, перемотайте чуть подальше. После выбора нажимаем на кнопку Deploy. Тут ничего интересного нет, так что просто закрываем. Так, загрузочное меню установлено, нам нужно теперь в него зайти. Зажимаем кнопку питания до перезапуска.
Выбираем последний пункт кнопками громкости и подтверждаем кнопкой камеры. Далее выбираем первый пункт. Закрываем и продолжаем процесс установки. Когда у нас начнут появляться окна с просьбой отформатировать, ничего не форматируем, просто нажимаем на отмену. После окончания установки у вас появится окно о том, что все завершено. А нам лишь осталось безопасно извлечь телефон. Перезапускаем. Выбираем пункт Windows 10 и подтверждаем. Отлично, Windows 10 успешно загрузилась. Экран настройки тут ничем не отличается от ПК-версии, так что трудностей у вас не возникнет. А на этом все, Windows 10 установлено. Я немного покажу, что тут и как. Ну, в принципе, все. Озвучивать мне это лень, так что просто смотрите на то, что я тут делаю.
Вернемся к тому, как сделать Dual Boot. Зажимаем кнопку питания до перезапуска. Выбираем последний пункт. И первый пункт. Теперь нужно зайти во вкладку Dual Boot и нажимаем на эту кнопку. Здесь нажимаем на эту кнопку, после чего у нас активируется Dual Boot с возможностью выбора Windows 10 и Windows 10 Mobile. Готово, можно перезапустить телефон.
Как видим, все успешно запустилось. А теперь давайте покажу, как скачать Windows 10 ARM. Для начала нужно зайти на этот сайт, ссылка будет в описании, и выбираем нужный релиз. Уточнить поддерживаемые релизы можно на сайте проекта. Выбираем обязательно релиз архитектуры ARM64. Выбираем нужный вам язык, в моем случае я выберу русский, и нажимаем на «Далее». Оставляем галочку только на том релизе, который вам нужен, и нажимаем опять «Далее». Убедитесь, что у вас тут конвертация в ISO стоит, и нажмите опять же на кнопку «Далее». Распаковываем скачанный архив. После распаковки нам нужно открыть этот файл и затем просто ждать, пока образ соберется. После того, как образ соберется, строка закроется и появится ISO файл. Открываем его через архиватор. И нам нужно найти install.vim. И распаковываем его. Файл распакован, теперь нужно открыть командную строку. Пишем туда эту команду, ссылку на нее я опять же оставлю в описании. Нам нужно вписать сюда путь образа и путь до экспорта. Готово, можно закрывать строку и использовать этот образ для установки Windows ARM.